Лучший шутер на Ronin, который доступен на ПК и мобильное устройство. На связи Крас. Погнали! Party Icons является динамичным батл-рояль шутером с механикой Extraction и потерей лута на карте после смерти. Но у всего этого есть один очень хороший плюс в виде привязки блокчейна Ronin. 15 июня запустился тестовый период, в котором вы сможете протестировать игру, понять все механики, а уже 20 июля окунуться в новый сезон с наградами в виде $82 тысяч и 3 миллионов токенов пати. Сезон продлится до 5 августа. Сама игра доступна на мобильное устройство Android и iOS, а также на ПК, что позволит играть где и когда угодно. Весь этот игровой пул будет пополняться за счет игроков, а именно покупки пассов, билетов на матчи и стейк, специальные акции, которые приносят пассивную прибыль. И надеюсь, вы все поняли правильно, игра будет бесплатная, но чтобы разделить пул наград, нужно будет иметь X-Pass, который дает 10 игр в день. Если хотите больше игр, нужно покупать проходки на матчи. Стоит X-Pass $20, однако есть бесплатный вариант. Самый простой — это участие в зиле нашей гильдии. Переходите по ссылке в описании, выполните все квесты и ожидайте подведения итогов. Одним из обязательных условий будет как раз таки вступление в игре в нашу гильдию. Для регистрации в игре идем на сайт проекта, ссылка есть в описании. Здесь жмем логин и регистрируем аккаунт с помощью MetaMask, Web3 кошелька Bybit или Ronin Waypoint. Далее привязываем к аккаунту кошелек Ronin. После переходим по второй ссылке из описания и вступаем в нашу гильдию. Здесь жмем Redeem Mir Pass и вставляем код гильдии. Участие в нашей гильдии позволит вам заработать дополнительные награды, которые распределяются только на участников гильдии. Поэтому не ливайте до конца ивента, ведь в той же Камбрии наша гильдия заняла первое и второе место. Теперь можем перейти во вкладку Downloads и скачать игру на устройство, с которого будем играть. В самой игре логинимся с помощью Ronin, нас перекинет в браузер и коннектим кошелек, который привязали к аккаунту. Если у вас останутся вопросы, то можете смело задавать их в комментариях или в моем чате Telegram. Зайдя первый раз в игру, вам необходимо будет пройти обучение. Вам покажут, как управлять персонажем и использовать скиллы. Представлено 8 героев, которые имеют свои уникальные способности. Плюс есть различные оружия, которые имеют свой урон и другие характеристики. Также на оружие можно вешать скины, которые увеличивают урон этого оружия. Помимо скинов на оружие можно вешать модификаторы разных уровней, которые также увеличивают урон. Ну и конечно, различная броня также разного уровня присутствует в игре. Сам геймплей похож на Escape from Tarkov, где вы берете с собой различное оружие, ресурсы на карту и можете это все потерять, если вас убьют. Карты делятся на уровня ниже, в которых представлено больше NPC, и туда нельзя брать мощное снаряжение, и карты высокого уровня уже без этого ограничения по снаряжению. Перед матчем нам необходимо экипировать персонажа, выбрать снаряжение, если оно у вас есть, чтобы увеличить выживаемость, взять нужное оружие и патроны к нему. Также можно брать аптечки или бинты. На самой карте вы можете собирать ресурсы из сундуков, которые находятся на локации, из убитых NPC и игроков. У каждого игрока есть две стадии смерти. Первый раз, когда вы его убиваете, падает часть лута и дается 15 секунд, чтобы убежать и возродиться. Когда вы собрали много лута, то вам нужно отправиться на точку эвакуации и вернуться в лобби. Тогда ваш прогресс и лут сохранится. А уже весь этот лут можно будет выставить на аукцион и торговать с другими игроками за монетки. Также монетки нужно будет использовать для починки предметов. Просто жмем на ключ и
и чиним снаряжение. Имеются также Party Pass, апая ваш уровень можно забирать различные внутриигровые награды, боксы и так далее. Присутствуют пати-боксы, которые открываются за ключи. Сами ключи покупаются за гемы в магазине. И много другого контента, который вы сами сможете изучить, зайдя в эту игру. Как и говорил ранее, призовой пул на старте составит 82 тысячи долларов и будет постепенно увеличиваться за счет покупок игроков. Содержит он в себе как и USDT, так и игровой токен Пати, Мантл и Ронин. Призовой пул в 82 тысячи долларов будет распределен за счет поинтов Гуми, которые зарабатываются в режимах. В конце сезона от общего количества твоих поинтов ты получишь финальную награду из общего пула. 100 тысяч токенов Мантл будут распределены для специального ивента Mantle Party Run и ежедневных заданий. 15 тысяч Ронина выделено для контент-креаторов, и 3 миллиона токенов Пати будут распределены также между соло-игроками и 1 из этого миллиона между гильдиями. Все эти награды можно будет начать зарабатывать только после глобального запуска 20 июля. До этого мы просто качаемся, играем, ведь весь прогресс сохранится, и изучаем механики в третьем сезоне. Заработок же будет проходить в двух режимах. Party Haste. В этом режиме у вас будет 2 жизни. Умерев один раз, вы теряете часть лута, но продолжаете играть. А после второй смерти вы потеряете весь лут и закончите матч, если не успеете эвакуироваться. Второй режим Carnival Clash. В этом режиме у нас будет сражение среди 8 игроков, и последние 4 выживших заберут и разделят всю награду. Топ-1 больше, топ-2 поменьше и так далее. Как понимаете, основной частью геймплея будут являться поинты Гуми. Чем больше поинтов, тем больше денег в конце сезона мы получим. Второй немаловажной валютой будут являться сезонные очки. Благодаря им вы будете выше в лидерборде, что позволит вам открывать больше дополнительных токенов и поинтов. Монетки нужны будут для ремонта, покупки снаряжения на аукционе и покупки входа в режимы посложнее. Также стоит отметить такую игровую механику, как Rush Hour. Это счастливые часы, в котором вы сможете получать в игре X2 награды. По Москве это 19:21 в режиме Party Haste и 20:22 для Carnival Clash. Будет механика Tilt State, благодаря которой, сыграв 50 матчей, вы словите тильт и ваша награда в матчах будет уменьшаться. Механика баланса Juicy Hunt для топ 150 по поинтам Гуми. В режиме Party Haste можно потерять от 1,5 до 6% всех Гуми, если не успеете эвакуироваться. А в Carnival Clash 6%, если займете топ-5-топ-8, и при этом твоя доля поделится между топ-4. Механика пассов, о которой я уже упоминал, X-Pass, вы получаете пасс, который дает вам 10 игр и благодаря которому вы сможете претендовать на общий пул наград. Также есть билеты, которые можно покупать и увеличивать количество матчей в день. И еще одна механика — это налог. Все игроки будут платить 15% налога от заработанных Гуми и сезон поинтов, и только у топ-15 по лидерборду будет 0%. Игра смотрится бодро, такая же механика наград была в Камбрии и отработала на ура, поэтому если вы готовы постреляться за награды, то смело залетайте. Плюс не забывайте, что вместе с нашей гильдией Synergy вы сможете получить пасс бесплатно и начать без вложений. Ну а на связи был Крас. Пишите свое мнение об этом проекте в комментариях, не забывайте посмотреть другие видео на канале и встретимся в метавселенной.